Доброго времени суток всем, приветствую всех на нашем канале. И сегодня у нас, кто уже заходил в игру, тот видел, появился анонс. Анонс подробностей по обновлению. Конкретно по техобслуживанию серверов. Что нам тут сказали? Тут всего, насколько я понял, 3 детали. Первое, это то, что 3 дня у нас будут сервера недоступны, потому что они будут находиться на техобслуживании. Начало техобслуживания в 5 часов утра по Москве 14 июля. И заканчиваются работы 17 июля, тоже в 5 часов утра. То есть с 5 часов у нас уже станет доступна новая игра. Новая, точнее, версия игры. По завершению техобслуживания всем дадут единоразовую компенсацию за время ожидания 1500 окаменелостей. Драконьих окаменелостей. Также людям вот с этих серверов, с этого списка, который здесь указан, дадут дополнительно 1500 драконьих окаменелостей. А почему? Откуда такая щедрость? А потому что эти люди с этих серверов, они закончили сезон, ну либо близки к этому, и не вошли в новый сезон, чтобы потратить свою клипсидру. Если человеческим языком, им дадут 1500 драконьих окаменелостей сверху, стандартная компенсация за то, что у них сгорит клипсидра. То есть люди 3 месяца пыхтели, старались, набивали очки сезона, и награду основную они не получат. Вместо основной награды за сезон они получат 1500 драконьих окаменелостей. Невероятная щедрость от разработчиков, очередная. Я даже не берусь представить ту радость, которую испытают игроки, которые попадают под это условие. Ну, что поделать, вот в таком мире мы живем, и с такой компанией мы имеем дело. Не самый плохой вариант, но и далеко не самый хороший. То есть они могли вообще ничего не дать, извиниться и все. Ну, тут 1500 дают. Ну, для меня это равноценно тому, что они и таким образом извинились. Но даже извинения были бы, наверное, лучше, чем вот такая подачка. Она для меня была бы оскорбительная. И я сочувствую всем, кто попадает под этот список. Я понимаю ваше негодование, но что поделать. Жаль, что разработчики таким образом испортят впечатление вот этого ожидания, предвкушения новой версии игры, которую так долго ждали. Жаль. Но что имеем, то имеем. Я, конечно же, считаю, что если бы игроков, недовольных с этих серверов, ну хотя бы несколько десятков собралось и активно надавили бы на разработчиков через тот же Discord, через поддержку, через обращение в поддержку, в службу поддержки, то они могли бы хоть как-то прогнуться, хотя бы увеличить компенсацию. Пускай она не была бы равноценной, но мне кажется, что они могли бы сделать ее лучше. Ну а это издевательство. На мой взгляд, это просто издевательство. Ну да ладно, не будем о грустном. Что еще нам сказали? Здесь нету такой информации, но я вам скажу, что с 14 июля у нас также появится возможность предзагрузки клиента, нового клиента для новой версии игры. То есть нам не придется тратить это время в тот момент, когда игра уже выйдет на релиз. И последнее, что здесь нам сказали, точнее, на что дали ссылку, на время отключения серверов будет такое небольшое событие с небольшими наградами. И, естественно, с рандомом. Мы уже можем пройти по этой ссылке. Выглядит это событие вот так. Это очередной чемодан, который мы должны рандомно крутить. У нас будет в день 6 попыток на то, чтобы его прокачать по качеству. И, соответственно, чем выше качество, тем больше награда. В редком у нас 10 кристаллов красных, ну, драконьих окаменелостей. В эпическом 50, в легендарном 100 и в мифическом 300. Это все написано в правилах событий, можете почитать, время проведения, условия и шансы на прокачку. Они там разные, в зависимости от качества текущего. То есть каждый день мы сможем получать какую-то дополнительную награду. Надеюсь, что шансы будут работать не как с веб-событий и таких сюрпризов, что за все вот это вот событие мы получим там 50 красных кристаллов, то есть по 10 в день, или там 60, или там сколько получится. Надеюсь, так не выйдет. И мы, допустим, 1000-2 сможем здесь. 2, наверное, уже не сможем, даже если по 300 брать каждый день, там получится что-то в районе скольки? 1500 с 14 по 23 июля. Я не совсем понимаю. Теперь понимаю. Период розыгрыша наград за событие начнется 14 июля и завершится 16 июля. Период получения наград начнется после запуска игровых серверов 17 июля. Ну это вообще кошмар. То есть у нас будет 14, 15, 16 число. То есть всего 3 дня мы сможем крутить этот чемодан. И максимум, что мы можем получить при ежедневном мифическом вот этом прокачке, это 900 окаменелостей. Не густо, но в принципе они не должны были вообще его запускать. Они и так дают компенсацию, там вот эти 1500, поэтому в принципе ничего такого, но зайти, крутануть можно будет.
чтобы не забыть, что у нас вообще планируется обнова. Не буду затягивать видео. Есть еще одна очень хорошая новость, особенно для новичков. Она пришла у нас, эта новость, с Китая, но я поподробнее о ней вам расскажу в другом видео, где я буду показывать, что у нас на китайском сервере происходит. Пока все. Всем спасибо за внимание. Всем удачи, всем терпения и всем пока.